Ребята, всем привет! Сегодня вам Игорь согласился показать, как сделать своими руками жерлицу или кружочек. Простыми словами. Согласился. Они мне сказали, жать не сварят. Пришлось. Вот, значит, берем кусок пенопласта. Ну, чтобы вы понимали, это вот обычный кусок пенопласта, который от микроволновки. Наверное, от холодильника. Так не важно от чего, короче, от бытовой техники. Вот, вырезаем кружок. В домашних условиях это, конечно, можно более цивилизованно сделать, потому что у нас тут ничего нету с собой. Разметили. Технология под тарелку, другими словами. Ну, на будущее скажу так, что чем жестче пенопласт, тем лучше это делать. Либо нужно... Чем плотнее. Да, чем плотнее, тем лучше. Ну и его нужно также подкрашивать, чтобы он хорошо держался. Так, формочка один есть. О, дождь пошел. Дождик, да. Так, ну я думаю, здесь 4 получится спокойно у нас. 6 не получится, скорее всего. Давай один получится. Сначала. В нашем случае из этого куска пенопласта может получиться 4 кружочка. Размечаем и вырезаем. Получился вот у нас вот такой круг. Пока что он кустарный, но мы его чуть подправим и будет ок. Вот, я уверен, что в домашних условиях у вас получится гораздо лучше, да, то есть я пошагово, по крайней мере, расскажу, из чего он состоит и что нужно сделать, чтобы оно работало. Вот, сейчас вырежем остальные, вот, и перейдем к следующему этапу по созданию этой нехитрой снасти. Замечу важный момент, ее можно использовать как на карпа, на хищника, практически на любую рыбу, в зависимости там, от монтажа, который вы на нее прицепите. Ну, понятно, что для этого нужна будет либо лодка, либо что-то в этом духе, да, потому что его нужно будет завозить, ставить, точно так же вытаскивать. Ну, в общем, смотрим дальше. Итак, вырезаем последнюю, 4-ю. Неприятный звук такой. Ну как? Следующий важный момент, ребят, нужно, чтобы они по толщине были практически идентичны. Что мы сейчас будем исправлять. Я не говорю, что здесь должно быть там все идеально, но минимум перепад старайтесь, чтобы не был более 2 сантиметров. Ну, либо там была ровная наискось поверхность. Сейчас мы этим как раз и займемся. Выравниванием поверхности. Чтобы не мусорить. Так, 4 у нас болванки уже есть. Сейчас будем делать следующий этап. Берем какую угодно ветку. Главное, чтобы более-менее ровная была. И отрезаем куски сантиметров по 30, да, Игорь? Где-то так. Можно даже примерно вот такие кусочки. 25. С учетом того, в зависимости какой там толщины у вас пенопласт. Вот.
Ну, в идеале, конечно, все это делать с суперклеем, да, потому что вам ее нужно будет в конечном итоге его сюда просадить и приклеить. Но у нас его нету, да, то есть все делается в таком кустарном режиме, поэтому сделаем из того, что есть. Но суть технологии вы полностью поймете для того, чтобы ее повторить в домашних условиях. И сделать более качественно, чем у нас. Все, вырезаем 4 палки и показываем следующий этап. Ребята, вот следующий этап. Значит, после того, как мы вырезали кружки, сделали их приблизительно ровными по толщине, теперь вырезаем каемочку. Ну, смотрите, тут можно, в принципе, вырезать каемку, либо ну, простым способом берется обычная катушка круглая. Можете ее сюда приклеить, припаять, приплавить, все что угодно с ней сделать. Получится ровно то же самое. То есть, катушки у нас пустой нет, поэтому берем из того, что есть. Немножко дольше по времени повозиться, но результат будет ровно такой же. Поэтому делаем, по сути, катушку из самого кружка. Важно, нитки сюда, либо лески нужно намотать столько, сколько будет предельная глубина в вашем водоеме с запасом где-то плюс полметра. Для чего это делается? Когда идет поклевка рыбы, получается, что леску отматывает ее до максимума, до той поры, до которой возможно, до которой вас позволит катушка. И дальше, если глубина соответствует самой большой точке, ну точнее нитка, леска соответствует самой глубокой точке, рыба просто не сможет у вас утащить вот этот кружок. Да, потому что не будет позволять как бы нитка. И оно с ней будет себе максимум это плавать по водоему, пока вы ее там не заберете, не вытащите. Вот. Либо же если не загонит в чепу и оборвется. Да. Ну, это или главное сильно не втыкать. Вот, тогда шансов на такое развитие событий немного. Делаем аккуратно, соблюдаем технику безопасности. Пенопласт очень мягкий, поэтому в данном случае у нас жерлица будет, я не думаю, что на много раз ее хватит. Но, хотя если ее покрасить краской, оно станет тверже. Так что, возможно, она даже переживет сегодняшнюю рыбалку нашу. На улице начался дождь. Вот, мы думали, будет солнце, да. Прогноз, как обычно, не соответствует реальности. Поэтому мы сейчас порасставляем жерлицы и будем где-то прятаться от дождя. А дождик такой, сильнее и сильнее все идет. Удочки у нас стоят. Для того, чтобы сделать дырку в центре кружка, мы нагреваем металлический прутик. В нашем случае это подставка для удочки. И прожигаем в кружке отверстие, в которое мы потом ставим эти палочки. В каждой палочке Игорь сделал вот такие вырезы. Расскажи, Игорь, для чего? Ага, Игорь прожигает. Смотрите, в принципе, технология следующая. Когда у вас... Громче. Сейчас от дыма отойду. Когда у вас кружок заряжен, как происходит? Вы, получается, когда уже монтируете непосредственно снасть на воду, у вас леска идет через палочку, да, чтобы она у вас не слетала постоянно. Здесь должен быть желобок. Вот, и в другой конец уже попадает у вас вниз. При поклевке, когда рыба тянет, она, получается, тянет за это же, кружочек переворачивается. Как правило, здесь привязывается флажок для того, чтобы было видно. Мы сейчас подумаем, с чего его сделать. Вот, потому что, как я говорю, кустарное производство, да, то есть из чего есть, с того и получится. Вот, и вы тогда видите, кружочек перевернулся, флажок у вас торчит, значит поклевка произошла. Все, едете, его поднимаете. Поэтому обязательно в палочке делайте желобки.
Какой у нас следующий этап? Следующий этап это у нас сейчас, ну, для начала нам нужно будет сделать здесь дырочку. Вот внутри самого этого, для того, чтобы провести снасть вниз. Вот. И намотать нитку на основании. У нас в водоеме здесь предельная глубина 6 метров, соответственно, нам нужно где-то 6,5-7 метров лески для того, чтобы была полностью готовая снасть. Вот. Естественно, намотаем, цепляем монтаж, ну и покажу вам, что получится в готовом виде. Все. Тяжелый участок. Придумали новый способ. Легко и просто. Очумелые ручки. Я сам буду, только держи. Вот так аккуратненько. Очень аккуратненько. Все. Вот так вот. И заодно обработали, чтобы не ржавел подставка под удочку. Что ты сделал? Так, теперь у нас по сути практически готовая снасть. Мы еще вырезали вот здесь желобки. Тоже, чтобы было понятно для чего. Это ровно для того, чтобы у нас, когда вот идет поклевка, да, чтобы оно спокойненько себе перевернулось. Только оно будет переворачиваться вот в эту сторону. Вот так вот оно будет. Оп. Да, то есть здесь фиксируется леска, чтобы она просто не летала по всему. И все. Сейчас наматываем леску, добавляем монтаж, показываем готовый вариант, как оно выглядит. Так, ребят, что мы сделали дальше? Смотрите, здесь просверливается дырочка небольшая. И когда вы намотали уже леску на, получается, кружок, вы просто-напросто ее вставляете через заднюю часть сюда и вытягиваете с этой стороны. Вот у вас, по сути, оно вот будет вот таким путем. Вот. То есть это практически полностью готовый уже монтаж. Вот. Теперь, что у нас на конце? Дальше мы цепляем скользящий грузик. Обязательно скользящий. Это будет ваш якорь, чтобы ваш кружок не плавал по всей речке. И в идеале обзавестись вот такими штуками. Это под поводок в конечном итоге. То есть мы берем, привязываем фиксатор для поводка. Берем, ну, получится у нас примерно вот такая история, да, то есть это будет штопорок, вот на дне оно будет лежать вот так, да. Ну, дальше я вам покажу все пошагово, как это будет происходить, так, ну, не падает. Вот примерно вот это лежит на дне. Отсюда будет еще два поводка. То есть поводки мы сделаем таким путем, чтобы они между друг другом не зацеплялись, поэтому где-то возьмем вот такую планочку еще. И на выходе получится у нас какой монтажик. Будет коромысло. К коромыслу будут привязаны два поводка. И два поводка будут, по сути, у нас либо под кукурузу, либо под другую насадку. Плюс монтажи под пенопласт. И у нас как бы вот эти насадочки, они будут, по сути, плавать. Карп, когда клюет, он это все дело тянет, якорек остается на месте. Вот. Почему важно делать именно так, скользящий груз? Вам нужно сделать снасть максимально неприметную по своему весу для карпа. Вот когда он кушает с пружины, она тяжелая. Он, если у вас не засекся, он уходит, потому что он его чувствует. Здесь он его чувствовать не будет, она будет очень сильно легкая. Вот в этом как бы преимущество жерлиц от обычных донных фидерных ловлей. Вот, монтирую дальше, покажу вам уже дальше полностью в готовом виде, как она будет выглядеть. Смотрите, если у вас нету вот такой примочки, не страшно, вы можете взять обычный карабин. Вот он у вас будет, да, то есть он будет и с топорком для поплавка, и к карабину уже просто привязать один поводочек и все.
То есть, ну, не обязательно как бы их там два. Два — это возможность там разнообразных насадок повесить. Но это не принципиально. Она может быть у вас и одна. Но в данном случае мы делаем на 2. Так, что у нас получилось? Ребят, показываю. Это монтаж, который идет на 2 крючка. То есть, как я говорил, стопорной грузик скользящий. Вот у нас идет коромысло. И 2 крючочка. Вот один крючок длинный, который просто будет у нас идти там на наживку, либо насадку. Вот, и один поводок короткий. Но мы к нему еще сейчас прицепим кое-что поинтереснее. Там попапчик дадим сюда. Так. И в итоге у нас будет плавающая снасть. Я его сейчас, конечно, присобачу, то есть вам это показывать не буду. Я думаю, что вы и так знаете, что это такое и для чего оно нужно. Все, то есть у нас итого получился готовый. Вот так вот оно лежит на дне. В данном случае вот эта штука у нас будет вот так торчать. Вот сюда мы подцепим какую-то кукурузку, а этот будет спокойненько себе где-то длинненький тянуться. И при поклевке, когда карп хватает это или это, он себе спокойно тянет. Видите, оно очень легенькое будет. И засекается на момент окончания нитки. Все. Если лень возиться с 2 крючками, то есть, что можно сделать? Вы можете просто здесь привязать стопорное кольцо, вот как это. Либо если у вас есть, например, вот такая штука. Вот. Это еще лучше. То есть сюда, собственно говоря, мы привязываем нить, да, то есть она же будет стопорить грузик. Вот. А вот эта кухня будет у вас под тот же поводок. То есть у вас он будет по сути один. Это классическая снасть. И очень рекомендую на жерлицу делать вот такого рода монтажи. Чтобы у вас крючок плавал обязательно. Потому что если вы будете ловить на илистом дне, есть все шансы, что оно просто у вас утонет в том же иле. А так наверняка. Вот и все. Сейчас доделаем остальные, поедем ставить. Все. Учитесь делать сами жерлицы и ловите крупную рыбу на нее. А нам вы можете написать, что бы вы хотели узнать, на что нам показать обзор, какую снасть сделать, или крючки как завязываются, ну и тому подобное. Ставьте лайки, не забывайте. А мы для вас будем снимать видео.